Бывают автомобили, которые олицетворяют собой целую эпоху. Прорывной Ford T, огромные хромированные Кадиллаки и Шевроле американских 50-х, Феррари 80-х с вкладышей от жвачки. Восточно-германский Трабант – именно такая машина. Настоящий слепок страны и времени. Но вот страна и время, которое он символизирует, довольно неоднозначны. Сегодня мы поговорим об этом легендарном автомобильном бренде и о том, почему его больше с нами нет. В наше время в некоторых частях Германии чуть ли не половина туристических сувениров посвящена трабантам. На дорогах и вдоль дорог Берлина, Дрездена, Лейпцига до сих пор можно увидеть эти маленькие пластмассовые машинки в самом разном состоянии, от совсем убитых развалюх до бережно восстановленных коллекционных экземпляров. Но народная любовь пришла к трабанту уже посмертно. При жизни над этой машиной издевались, а то и откровенно ненавидели. Хуже, наверное, пришлось только запорожцу, с которым трабант часто сравнивали. Пластиковое ведро, отрыжка коммунизма – это еще самое ласковое, что говорили про трабант, пока он выпускался. А выпускался он долго, с 1957-го и до самого падения Берлинской стены. Это был по-настоящему народный автомобиль. И, между прочим, разрабатывался он как один из самых интересных и продвинутых в своем классе. Трабант, как и другая культовая малолитражка Volkswagen Жук, своим появлением косвенно обязан Гитлеру. В советской зоне оккупации после победы в войне остались саксонские заводы концерна Auto Union, которому принадлежали марки Audi, Wanderer, Хорьх и ДКВ. Заводы было решено поставить на службу социалистической Германской Демократической Республики, или ГДР. Уже в 1948-м на одном из них началось производство малолитражки ИФ-А-Ф8. Это была, по сути, довоенная модель, но с одним важным уточнением. Поскольку в дефиците после войны было примерно все, кузов начали делать из дюрапласта. Пластик, состоящий из смеси фенольной смолы с хлопковым волокном. Звучит не очень, но по тем временам это вообще-то был высокотехнологичный материал. Легкий, прочный и дешевый. По одной из версий, нацисты изобрели его во время войны в попытке компенсировать перебои с металлом. В середине 50-х заслуженная довоенная малолитражка начала выглядеть устаревшей. Руководителей ГДР это не устраивало. Страна должна была стать витриной социализма, но вместо этого в 1953-м случились массовые протесты на почве дефицита. Конкурирующая Западная Германия, меж тем, быстро восстанавливалась за счет американских вливаний. И постепенно там снова начали ездить на нормальных машинах. В Восточной Германии решили, что тянуть дальше нельзя. Пора разрабатывать народный автомобиль. Требования к такому автомобилю были простые. Подходит для поездок семьи в составе 4 человек. Весит не более 600 кг. При расходе топлива не более 5,5 литров на 100 километров. И стоит не дороже 4000 марок. Проблема с металлом со времен войны только усугубилась. Весь металл остался в ФРГ вместе с Рурской областью, где его, собственно, и добывали. Так что новую машину тоже сделали дюрапластовой. Вообще-то это было хорошее решение. Материал был легким, что позволяло сэкономить на бензине. Материал не ржавел, из него делали не все. Каркас был стальной, а дюрапластовые только облицовочные панели. Крыша, крылья, двери, капот и крышка багажника. Минус был один, и он был имиджевый. Пластиковая машина – это как-то не солидно, что ли. Дюрапласт тут же стал предметом бесконечных шуток и даже породил обидный миф о том, что коммунисты делают машины из гофрированного картона. Разработка новой машины была поручена талантливому 35-летнему автоинженеру послевоенного поколения по имени Вернер Ланг. А за образец взяли как раз легендарного западногерманского «Жука» из Volkswagen. 7 ноября 1957 года, в день 40-летия Октябрьской революции, с конвейера в саксонском городе Цвикау торжественно сошел первый Трабант 500. В переводе с немецкого «Трабант» значит «спутник». В честь, в свою очередь, первого советского спутника, который вышел на орбиту примерно за месяц до того. Но у названия был и чисто немецкий смысл. Неизвестно, предусмотренный или нет. В средние века трабантами называли воинов и телохранителей, которые сопровождали аристократов в путешествиях. Модель во многом была революционной. Маленький двигатель объемом 500 кубов выдавал всего 17 лошадиных сил. Он был двухтактным, то есть громко трещал и дымил. Зато машина получилась такой легкой, что даже с этим двигателем могла разогнаться до 90 км в час. А бензина при этом потребляла немного.
Трабант получился недорогим в обслуживании, простым в производстве и очень дешевым. Стоил он примерно среднюю годовую зарплату восточного немца, а по комфорту не сильно уступал дешевым западным малолитражкам. Как это иногда случалось при социализме, реальный серийный выпуск начался почти на год позже юбилейной даты, в 1958 году. В ГДР к тому моменту вовсю шел экономический рост. Сработало сочетание разумных реформ и щедрых советских дотаций. Так что восточным немцам было на что покупать трабанты. Их и покупали. Без особого, конечно, восторга, но и без особого отвращения. В 1962-м Трабант 500 сменила промежуточная модель Трабант 600, которая выпускалась до 1965 года. Завод, что называется, поверил в себя, и 600-й Трабант уже предлагался в 3 вариантах, включая версию Deluxe. 500-х и 600-х в общей сложности выпустили почти 250 000 штук. Это довольно много, если учесть, что в ГДР тогда жило всего 17 миллионов человек, а Трабант был не единственной восточно-германской машиной. А в 1964 была представлена модель Трабант 601 – классика, легенда и проклятие марки. На тот момент этого еще никто не знал, но ей было суждено почти без изменений выпускаться до 1991 года. Несмотря на рестайлинг, в основе это была все та же конструкция – металлическая рама, дюрапласт, спартанское оснащение. Про спартанское оснащение это не шутки. У Трабанта не было не только поворотников и ремней безопасности, но и датчика топлива. В машине прилагался специальный щуп, который надо было засовывать в бензобак, чтобы понять, сколько там бензина вообще осталось. Туда же в бензобак заливалось масло, потому что двигатель по-прежнему был двухтактным. И вот все это великолепие теперь разгонялось до 100, а не до 90 км в час, как раньше. Что было довольно страшно, но краш-тесты показывали результаты, вполне сопоставимые с западными машинами того же класса. Свое главное преимущество Трабант сохранил. Он оставался невероятно, фантастически дешевым. В 70-м, например, он продавался в ГДР чуть дороже мотоцикла с коляской, всего за 5200 марок. При этом запорожец восточные немцы могли купить за 7100 марок, а новый ВАЗ-2101, только сошедший с конвейера, за 10 500 марок. Правда, чтобы стать счастливым обладателем Трабанта, одних денег было мало. На машины стояла огромная очередь. В первые годы производства она начиналась с 3 лет, а в среднем доходила до 10 лет ожидания, если, конечно, у покупателя не было какого-нибудь блата. От этого Трабант на вторичном рынке мог стоить как «Жигули», то есть в 2 раза дороже. Удивительно, что в этой ситуации его еще удавалось экспортировать за рубеж. Трабанты поставлялись не только в страны соцлагеря, но и в Нидерланды, Бельгию, Южную Африку и даже в Англию. Англичане, между прочим, именно у Трабанта подсмотрели пластиковые капоты для Мини. В Советском Союзе Трабант по какой-то причине не продавался, видимо, чтобы не создавать конкуренцию отечественному запорожцу. А он вполне мог ее составить. Для советского гражданина это все равно был импорт, и Трабанты стремились заполучить всеми правдами и неправдами. Особенно много их привезли военнослужащие группы советских войск Германии. В основном Трабанты были двухдверными седанами, но самой желанной версией стал универсал. Были и совсем экзотические, военные или, например, пляжные кабриолеты для греческого рынка. Трабант 601 планировали сменить новой моделью уже в 1968-м, но делать этого не стали. ГДР, несмотря на внешнее благополучие, была страной маленькой и бедной. Да и зачем тратить деньги на создание новых моделей, когда потребитель даже за старыми выстраивается в очередь? Заводы делали около 150 000 Трабантов в год. В результате Восточная Германия занимала в соцлагере первое место по автомобилизации, обгоняя Советский Союз примерно в 4 раза. Конечно, Трабант 601 устарел уже в 70-е. Устарел дизайн, устарел примитивный двигатель. Устарел дюрапласт. В отличие от металла, он оказался довольно токсичным, и было не совсем понятно, как его вообще утилизировать-то. Трабант давал неисчерпаемый материал для немецких анекдотов. Например, что печатают на последней странице руководства по эксплуатации Трабантов? Расписание автобуса. Или такой. Зачем новой модели Трабанта 2 выхлопных трубы?
чтобы катить его как тачку, ну и так далее. А главное, Трабант всем надоел. Это была общая беда экономики соцстран. Люди, может, и радовались преодолению послевоенной разрухи, но после того, как разруха закончилась, им захотелось новых красивых вещей. С практической точки зрения с Трабантом было все нормально. Он как ездил в 1957 году из точки А в точку Б, так и продолжал ездить. Проблема в том, что своего владельца он при этом не радовал, в отличие от, например, новой BMW. Сами восточные немцы предпочитали Трабанту даже Вартбург, если могли его, конечно, достать. Номенклатура ездила на «Волгах», самым счастливым партийным деятелям доставались западно-германские машины. А глава ГДР Эрих Хонекер вообще предпочитал шведскую «Вольво». К началу 80-х Восточная Германия находилась в глубоком кризисе. Руководство страны раз за разом пыталось модернизировать экономику, на что брало большие кредиты за рубежом. Очень быстрое объявление. Новый номер журнала «Чтиво». В этом номере мы поговорим про потребление. Вообще, как так вышло, что цена на товар стала зависеть не от того, насколько этот товар нам полезен, а от того, как он меняет якобы статус владельца. Мы расскажем о том, как вообще менялась торговля от обмена соболиных шкурок на воск до маркетплейсов. Расскажем о главных торговых династиях в России и за рубежом. Мы расскажем о том, как государства вели друг с другом торговые войны и ведут до сих пор. Зачем вообще, что в результате этих войн получается. Расскажем о том, сколько на нас зарабатывают торговцы люксом и сколько зарабатывают торговцы всякими фейковыми вещами. Кроме этого, и самое главное, герой нашей обложки Сереж Бурунов дал супер откровенное интервью. Мне так вышло, что мы раз в 4 года так получается, что мы с ним встречаемся и беседуем. Вот очередное очень хорошее интервью. Дорогие друзья, номер уже доступен по ссылке в описании. Ссылку оставляю внизу. Больше не отвлекаю вас от выпуска. Пока. Никто, конечно, ничего не модернизировал, долги копились, проценты росли. В итоге ГДР жила в основном перепродажей льготной советской нефти на Запад. И после того, как эти поставки прекратились, начала брать новые кредиты, просто чтобы покрыть проценты по старым. Хонекер умолял Советский Союз не губить витрину социализма, но добился только извинений. Советский посол уверял его, что товарищ Брежнев распоряжение об отмене дотаций подписывал со слезами на глазах. Последняя отчаянная попытка модернизировать Трабант относится к концу 80-х. Тогда начали разрабатывать версию с двигателем и другими узлами от Volkswagen Polo. С тем же успехом двигатель от Volkswagen Polo можно было поставить в Запорожец. Эффект был бы тот же самый. Забавно, что обессмертило Трабант как раз падение ГДР. В день разрушения Берлинской стены на Запад хлынули целые караваны из десятков тысяч Трабантов. Попав в ФРГ, владельцы продавали никому не нужные машины за символические 100-200 марок, а то и просто бросали на обочине. Это был очень сильный образ, почти такой же сильный, как само падение стены. Собственно, на стене до сих пор есть мурал с соответствующим сюжетом. Тогда же эти брошенные Трабанты увидела группа U2, которая как раз записывала в Германии свой новый альбом «Achtung Baby». Бонна это зрелище настолько поразило, что он попросил знаменитого фотографа Антона Карбейна снять Трабант для обложки альбома и использовать его в клипе на песню «One». ГДР перестала существовать в октябре 90-го года. Последний Трабант сошел с конвейера в апреле 91-го. Но его жизнь как культового автомобиля в тот момент только начиналась. Как обычно, плохое постепенно забылось, а вот ностальгия окрепла. Обидные анекдоты про Трабант больше не рассказывают. Восточные немцы его простили, и теперь это классическая винтажная машина, предмет интереса коллекционеров. Трабанты участвуют в автошоу, катают туристов, их покупают как хобби и как машину выходного дня. Если учесть возраст, на немецких дорогах их до сих пор невероятно много – до 30 тысяч штук. Конструктор Вернер Ланг пережил свое творение на 20 лет и умер в 2013 году. Он до конца настаивал, что Трабант – такой же важный технический и социальный феномен, как аналогичные модели Фиата, Ситроэна и Фольксвагена. И был, как сейчас понятно, абсолютно прав.